предыдущей серии. Друзья, с вами как всегда Павел Сидорик, и это канал о ремонте, отделке и строительстве. В этом ролике мы будем заливать монолитные перемычки над проемами, а также делать монолитный пояс. А теперь обо всем по порядку. Поехали! Доложили коробку до уровня перемычек, и следующий этап – это монтаж опалубки и заливка перемычек над оконными и дверными проемами. Так как у нас в запасе есть блоки, в том числе и блоки, из которых будут возводиться межкомнатные перегородки, мы их используем в качестве опоры для опалубки перемычек и как опоры для помостьев. Доски прикручиваются к блокам. Такие конструкции делаются во всех проемах. Опалубка собирается из досок, которые мы использовали для фундамента. Заранее были сбиты щиты и оббиты полиэтиленовой пленкой. Нельзя недооценивать вес и силу бетона. Все эти конструкции должны быть сбиты с досок нормальной толщины, с перпендикулярными перемычками. В противном случае опалубку может порвать или раздать пузырем. Если вы используете доски более тонкие, то они должны быть обязательно стянуты проволокой. Конструкции монтируются в проемы и опираются на блоки. В узких дверных проемах опоры из блоков не делали. Когда у вас длинные перемычки, то опалубку желательно выгибать на 1,5-2 см в противоположную сторону. Когда вы это все снимете, под своим весом балка как раз таки будет по уровню, она чуть-чуть прогнется. Опалубку для длинных перемычек собирали наверху. И точно так же сделали подпорки из блоков. Собрали помостье для дальнейшей работы. И щиты скручивали непосредственно на месте.
Для утепления бетонных перемычек используем экструзионный пенополистирол Технониколь толщиной 10 см. Экструзионный пенополистирол вырезается по размеру перемычек обычной пилой или ножом. Затем листы вставляются внутрь опалубки со стороны улицы. Все возможные щели запениваются. Утепление перемычек и всех монолитных частей очень важный этап, и им не следует пренебрегать. В противном случае монолитный участок стены будет промерзать, так как теплопроводность бетона гораздо выше, чем теплопроводность блоков. Можно, конечно, сначала сделать опалубку поуже и утеплять уже потом, но мы решили вставлять пенополистирол сразу внутрь и заливать бетоном. Такая процедура делается со всеми перемычками. Сделали все каркасы, перемычки над окнами и где двери. Сейчас будем их заливать. Взял в прокате бетономешалку. Бетономешалка на 120 литров. Больше в прокате не было. Ну, вообще в прокатах не практикуют большие бетономешалки. Цемент, пластификатор, жидкое стекло, песок 2 класса и щебень. Вот он лежит, щебень. Вообще, забегая на будущее, расскажу про бетономешалку. Я несколько раз в прокате брал бетономешалку, повозил ее туда-сюда и сразу принял решение купить свою собственную и оставить на объекте, потому что она нужна практически на каждом этапе строительства дома. И дело даже не в деньгах, что надо платить за аренду, аренда недорогая. Дело в том, что она габаритная и грязная, и возить ее туда-сюда уходит много времени, и это геморройно, и портится машина. Тем более, что в конце строительства дома, если вам не нужна эта бетономешалка больше, ее можно продать. Выбирал бетономешалку по очень простому принципу. Посмотрел, что используется в прокатах, спросил у ребят и выбрал ту же самую фирму. Это белорусская компания «Шкипер». Она специализируется на производстве и импорте различного строительного оборудования, в том числе и большого ассортимента бетоносмесителей. Единственное отличие от прокатной – это то, что я купил бетономешалку большего размера на 150 литров. Еще больший объем был бы лучше, но тут уже могут возникнуть вопросы с транспортировкой. Эта бетономешалка как раз таки соответствует всем моим требованиям по соотношению цена и качество. Бетоносмеситель на 150 литров, двигатель 700 Вт. Включение-выключение защищено от влаги. Чугунный венец. Ну, в принципе, если честно, даже не знаю, что еще сказать. Ну, обычная простая надежная мешалка. Вот в прокатах у нас обычно такие мешалки «Шкипер». Не знаю, в России она продается, не продается, но в Беларуси это одна из самых ходовых бетономешалок. Ребята, кто занимается строительством или если вы строите свой собственный дом, заходите на сайт компании «Шкипер», посмотрите на ассортимент строительного оборудования, характеристики и цены. У меня еще в планах купить виброплиту. Ссылка на сайт будет в описании. Перед тем, как заливать все перемычки, мы решили провести небольшой эксперимент и залить одну. При помощи миксера замешали необходимое количество бетона. Марка у нас получилась М350. При помощи ведра подали все это наверх и залили перемычку.
Одну перемычку мы уже залили, замес сделали вручную. Сейчас будем заливать оставшиеся. Внутри каркас из арматуры и сразу вставляем пенополистирол. Десятку XPS Техноплекс. Остальные перемычки уже заливали, мешая бетон в бетономешалке. Компоненты рассчитывали таким образом, чтобы прочность бетона получалась М350. Бетон к месту заливки возили тачками. Всего в процессе заливки участвовало 3 человека. Наверх бетон подавался при помощи веревки и ведра. В прокате взял вибратор для бетона, так как качество заливки получается лучше. Можно было, конечно, процесс упростить и вызвать бетононасос, но с экономической точки зрения заливка вручную, а это зарплата 3 человек, плюс стоимость материалов, получается в 2 раза дешевле. In the paradise, we can work it out and see the
По времени все перемычки заливали примерно 2 дня. Это непосредственное время, которое потребовалось на заливку. Перемычки заливались не за один раз, а где-то, наверное, в 2 или даже в 3 этапа. Так как какие-то опалубки уже были готовы, а какие-то доделывались, где-то докладывались блоки. Так как мы не зависели от бетононасоса, поэтому мы никуда не спешили и всю работу делали спокойно. Друзья, хочу вас познакомить с коллегой по цеху Алексеем Беликовым. Алексей – грамотный и востребованный строитель, руководитель компании. Именно команда Алексея будет производить укладку плит в моем проекте по строительству дома. Алексей ведет свой канал на YouTube, где показывает и рассказывает о разных этапах строительства домов. От фундамента до кровли. В роликах много полезной информации, а именно, как строят профессионалы. Особенно мне понравились ролики про плитный фундамент и про утепление кровли. Еще Алексей запустил интересный строительный проект – стартап. Это конструктор домов. На сайте вы можете сами сконструировать свой будущий дом, и компания Алексея Беликова его построит по фиксированной цене за год. Это не просто картинки, это готовый проект, где просчитана вся смета на материалы и работу. Цена не будет меняться в процессе строительства. На сайте есть готовые проекты с ценами и конструктор, где вы выбираете проект и конфигурацию дома сами. Компания Беликов Монолит работает в Минске и Минской области, а также может выполнить заказ в любой стране по договоренности с заказчиком. Ребята действительно профессионалы своего дела. Ссылка на конструктор и YouTube канал будет в описании к ролику. Вот они, готовые перемычки. Снаружи 10-сантиметровый пенополистирол экструзионный. И сверху уже уложен ряд блоков. Пока что опору в середине не убираем, надо, чтобы созрел бетон. Через месяц, уже когда он полностью наберет прочность, можно будет убирать. Но вот это вот самая мощная балка. Здоровенная. Эти поменьше. Сейчас уже выстраиваем леса для заливки монолитного пояса. И остались еще 2 последние перемычки. Вот это над дверью. Ну, еще будет одна, решили сделать окно там. Вот здесь вот будет окно еще дополнительно. Используем блоки в качестве опоры для лесов. Это перегородочные, которые из них потом будут делаться стенки. Друзья, совет по покупке блоков. У меня с отделки осталась привычка чуть-чуть не докупать строительные материалы. Потому что сразу изначально посчитать все сложно, а в конце уже видишь, чего не хватает, и докупаешь 1, 2, 3 мешка, и фактически ничего не остается. С блоками ситуация совершенно другая. Дешево блоки можно купить только на заводе. В магазинах, где они есть в розницу, цена в 2 раза дороже. Для того, чтобы с завода привезти блоки, надо заказывать длинномер. Рейс одного длинномера стоит примерно как там 7 кубов блоков. И поэтому, если вам чуть-чуть не хватит палету или полпалеты, вам придется из-за вот этих вот маленьких остатков заказывать целый длинномер. Соответственно, когда все посчитали, могут быть неточности в проекте, блоки могут побиться по дороге где-то, еще что-то произойти. Всегда закажите 2-3 палеты блоков сверху. В крайнем случае, все, что останется, вы легко сможете продать в ближайшие населенные пункты. Либо просто постройте из них там какой-нибудь сарай или любую там конструкцию, которая вам нужна.
Приезжал длинномер разгружать блоки в дождь и наворотил тут нам. Не мог выехать. Сейчас надо закапывать все. Недостающие блоки. Ну и сразу привез кирпич. Из полнотелого кирпича у меня на крыльце будет один поддерживающий столбик. Пустота внутри столбика будет заполняться бетоном с арматурой. Сначала все размещается на сухую. Затем обрисовывается кирпич и сверлится отверстие для арматуры. Something that I'm breathing, telling me to sleep in. Fix behind my lids like nothing gets done. Living by a bad truth, swallow it like who knew. Marching to the drums like pam 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 pam. Sliding by the beaches, God I have a secret. Life is playing peaches, tell nobody my secret. Drowning at the teaching, God I have a secret. I'm just a fake silhouette, avoiding every threat. I wanna stay like a silhouette, but I can't do that, no I can't do that. Укладка кирпича производится по уровню, накладочный раствор. How can I keep this everyday a recess? Hiding my weakness behind my black sheets. Life take a range, yeah, 'cause I'm not in shape, yeah. It's like I'm punch drunk out of this game. Sliding by the beaches, God I have a secret. Life is playing preachers, tell nobody my secret. Drowning out the teaching, God I have a secret. По мере возведения столбика середина заполняется бетоном. Avoiding every threat. I wanna stay like a silhouette, but I can't do that, no I can't do that. No I can't do that, no I can't do that. No I can't do that, no I can't do that. No I can't do that, no I can't do that. 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 I'm just a fake silhouette, avoiding every threat. I wanna stay like a silhouette, but I can't do that, no I can't do that. 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 У меня в проекте монолитный пояс был тонкий, 10 см с 3 прутами арматуры. После консультации со специалистами я принял решение увеличить монолитный пояс до 20 см и сделать полноценный квадратный каркас из арматуры. 3 прута снизу и 3 прута сверху. Схема технологии возведения палубки для монолитного пояса особо от перемычек не отличается. С двух сторон по стенам выставляются щиты. Утеплитель укладывается толщиной 5 см. В качестве утеплителя используется экструзионный пенополистирол Технониколь. Каркас монолитного пояса готов. Снаружи пенополистирол, экструзионный Технониколь, 5. Арматурный каркас стоит на стульчиках. Ну и внутри пленка
чтобы не разбухло дерево. Заливать будем не по краю, а вот по этим гвоздям. Арматура в углах согнута. Здесь даже получился довольно-таки мощный узел. Для заливки монолитного пояса заказал гибрид. Бетон марки М350 на гранитном щебне. Loving you was such a bliss. That is something I will Бетон такой же, как и на фундамент, но он, по идее, не должен схватываться сейчас you быстро. feel for one look kiss. Даже холодно. И плюс здесь меньше объем работы, быстрее он пройдет. Да. We're not talking anymore. 350. Gonna try so different from when we started out. Now we just like think it's time to call it quits. Think it's time to call. Take me back to Mexico, that can concern would turn the sunward high on. Один человек заливает бетон в опалубку, второй человек уплотняет бетон вибратором. Залить такой объем материала вручную, чтобы конструкция получилась монолитной, нереально, поэтому тут по-любому нужно использовать бетон-насос. Нормально по высоте. Оставшийся бетон вылили просто на землю. Учтен опыт предыдущей работы по заливке пола. Теперь бетон заказан с запасом. Напомню, что при заливке пола немного не хватило бетона и пришлось мешать при помощи бетономешалки. Дальше бетон мастерками разглаживается по уровню забитых гвоздей.
После заливки оставили бетон набирать прочность на 10 дней. Затем всю опалубку разобрали и сняли щиты. Вот что у нас получилось. Монолитный пояс немного почистили болгаркой от мусора и соплей. Ну что, ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч! Продолжение следует.